Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, когда твоя новая любовь придет. И для начала мы посмотрим, конечно же, вообще готова ли ты к этой новой любви. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу перейдем в проживание аркана. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Если вы готовы сделать себе подарок, то, пожалуйста, даже попробуйте. Я вот вам даю наводку, да, то что это психологически очень сильные проработки. Ну и заодно, как бонусом, вы будете карты Таро в потоке читать, но в основном это психологические проработки. Причем проработка всей своей жизни, как прошлого, так и настоящего, так и будущего. Приходи, ссылка в описании. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Итак, единичка. Готова ли ты к новой любви? Ну, знаешь, тут трактовать, как говорится, даже не нужно. Ты сейчас как после крупного землетрясения, где вот все расхерачилось. И ты стоишь на руины, смотришь. Вместо того, чтобы разбирать их, да, ты пытаешься на обломках вот этих цветочки сажать. Вот эта башня, она, знаешь, показывает, что у тебя внутри еще вот все, как говорится, ходуном ходит от прошлых отношений. С бывшим разборки еще не закончены. Ну или сама ты до сих пор себя винишь за какие-то там косяки. И пока вот эти каменюки ты не уберешь, даже думать о новом человеке рано. А вот шестерка пентаклей — это вообще тревожный звоночек. Она тебе прям вот говорит: стой, не лезь в отношения, пока не научишься, как говорится, баланс соблюдать. Потому что ты лезешь в отношения, в которых тебя давят. Шестерка пентаклей — карта равноправия. Понимаешь? И ты сейчас как сказать, как нищий у храма. Готова первого мужика эмоционально вот схватить и сказать: ой, ты мой близнецовый пламенец, давай-ка мы с тобой замутим. Это же, прямая дорога к зависимости. И так не работает. Сначала тебе надо самой стать целой, а не искать того, кто тебя склеит. Вот залатай дыры в самооценке, перестань жалеть себя и освободи место для здоровых отношений. А то, как в прошлый раз будет, придет первый встречный поперечный, накормит тебя крохами внимания, а ты опять, как говорится, на жопу сядешь. Вот работай над собой. Вот это твоя задача сейчас. Хочешь конкретный план, как работать, так приди в проживание арканов, там в магическом чате закреплено марафоны на повышение женской самооценки, причем они сильные. Приходи. Каким человек твой новой любви будет и чем зацепит? Ну, знаешь, этот мужик, он тебя с ног собьет вот своей уверенностью. Вот представь, заходит такой в комнату весь в белом, улыбка до ушей, взгляды как лазеры у Супермена. Сразу видно, как говорится, человек знает себе цену, а ты ее еще не знаешь. Вот девятка кубков, это, знаешь, он будет тем самым идеалом из твоих вот этих фантазий. Рестораны, подарки, умение слушать, все вот как в кино обычно, в сериалах вот этих сопливых. Но это будет только верхушка айсберга. Тройка жезлов, она сюда масло в огонь, как это самое. То есть мужик не просто красивый болванчик, у него планы на жизнь, там проекты, мозги есть.
понимаешь? И то есть вот этим вот сочетанием роскоши и целеустремленности он тебя и подцепит. Ты же всегда, как говорится, западала на тех, кто может словами облака сдвигать. Вот он может. Ну, конечно, ухват востро держи, потому что такие часто любят себя больше, чем других. Его идеальность — это окажется фасад только. Проверяй делами, а не словами. Если начнет золотые горы обещать, а сам даже, как говорится, цветы не купит, ну, сразу флажочек красный ему в попку. В общем, будет ярко, но не расслабляйся. Когда он придет? Ну, знаешь, тут вот он появится, когда ты в самой полной жопе будешь. Начнешь даже встречаться с кем-то просто от одиночества, а может, даже вляпаешься в токсичные отношения. Вот тогда он и вот этот принц выскочит, как спасательный круг. Но сразу говорю, королева мечей — это тебе подсказка. Она говорит, не ведись ты на блестящую упаковку. Он придет, когда ты будешь слабый и вот злой на весь мир. Вот прям представь, сидишь ты ночью, да, плачешь в подушку, и тут от него красивая СМС-ка. Но это не судьба, это ловушка. Потому что запомни, что как только этот мужик объявится, сразу включай снежную королеву, да, холодный расчет. Проверь его, как говорится, на вшивость. Где работа, почему прошлые отношения развалились. Почему он, как говорится, так вовремя к тебе подъехал. И фактам только доверяй. И если хоть один ответ будет кривым, как говорится, бей его по копытам по хлебалу. Ну и беги, я не сматерился. Конечно, скоро, очень скоро, но это не будет романтикой. Это будет проверка твоей прочности. Ну а что я тебе тут скажу? Где ты тут видишь облачка с этими зеленушками, хотел сказать, с этими сердечками? Нету. Ну а что ты хотела? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Готовы ли к новой любви? Ну, сразу скажу, как есть, готовы. Ты сейчас прям вот, как сказать, вот в мощной фазе, что ты сама даже не видишь, каким богатством ты обладаешь. В тебе две силы смешались. Ты умеешь брать на себя ответственность, как говорится, как взрослая, как мудрая женщина. Но при этом ты не засушила свои там чувства в угоду своей рациональности. То есть ты как раз в таком состоянии, когда можешь и огонь в отношениях поддерживать, и чувствам глубину дать. И тебе не нужно строить из себя кого-то, потому что ты уже цельная. Ты уже самодостаточная, я бы сказал. И не то, что ты там пережила прошлое или там выросла из всего этого. Нет, этих красивых слов я тебе не буду говорить. Ты просто поняла, что ты достойна человека, который будет соответствовать твоей энергии, а не тянуть тебя вниз. Ну и ты иногда, конечно, еще сомневаешься, готова ли ты впустить кого-то к себе, да, в твое пространство. Но тут не страх, а про здоровые границы больше. Твое сердце давно очистилось от старого, как говорится, груза, хлама и прочего. А голова в розовых облаках не летает. И, конечно, ты не бежишь в отношения вот от одиночества, от того, чтобы тебя кто-то спас, там, не цепляешься за первого встречного поперечного. Ну, знаешь, главное, не переусердствуй с контролем. Себе немножко расслабиться тоже давай. И разрешай себе принимать то хорошее, что скоро придет. То есть ты абсолютно готова, даже если тебе кажется, что ты не готова. Кто этот человек будет, чем зацепит? Ну, знаешь, ты его не проглядишь точно. Он не будет
сливаться вот с этой серой массой мужиков твоих вокруг. Потому что есть две важные штуки у него: бешеная фантазия и умение свои задумки в жизнь воплощать. И он не просто там фантазер или мечтатель, нет, он прям творец. Сначала ты подумаешь: ой, в облаках летает, и нахрен такого нужно. Но потом ты увидишь, как вот он эти облака ручками своими ловит и строит из них что-то реальное. А зацепит его то, что, знаешь, как он умеет видеть там возможности, где другие ни хрена не видят. И в твою жизнь он принесет вот этот свежий воздух, да, ветер перемен. Но не хаос, не хаотичные, да, перемены, а вот таких, после которых все на свои места встает. И вот этот человек, он заряжать тебя энергией будет, как зарядка телефон заряжать. И ты просто заметишь его, знаешь, потому как он ведет себя среди людей. Не кричит, не требует, просто потому что ему все верят. Вот просто на слово. Но самое главное, он не даст тебе закиснуть там в бытовухе, рутине и так далее. Он идеи вечно подкидывает. Понимаешь? Там, например, давай поедем с тобой туда, да? Или давай туда-то сходим. То есть он будет заставлять тебя смотреть на вот привычные вроде вещи вообще под другим углом. И, конечно, между вами будет вот это вот не искорка, а вот химия. Чувственная и при этом, знаешь, очень земная. Просто не пугайся его напора, когда его встретишь. Это не агрессия, это у него просто страсть к жизни, которая, тебя и притянет она. Когда придет? Знаешь, это все очень быстро раскрутится. Буквально вот в ближайшие, пару месяцев. И придет он не через вот эти попытки найти его там в приложениях для знакомств. Нет, вы столкнетесь там, где вот атмосфера праздника, где тепло, творчество, праздник. И, скорее всего, это или корпоратив, или вот какие-то январские праздники. Вот ближайшие 2 месяца праздник. Может, день рождения, может, корпоратив. Вот важно, что это случится, когда ты будешь в своем ресурсе. То есть ты не будешь высматривать мужа на горизонте, а просто будешь кайфовать от жизни на этом празднике. И он появится внезапно, как сказать, как молния в жопу ударит. Вот примерно вот так он появится. И вы сразу, как сказать, попадете в поток вот этого легкого общения. Как будто вот друг друга 100-500 лет знаете. И не факт, что это будет, как говорится, вечер пятницы, да, образно говоря. Это будет обычный день, обычное маленькое приключение на стандартном празднике. Поэтому я говорю то, что это как будто корпоратив. То есть праздник, который вот стандартно, да, а не свадьба какая-то. И все. Все, тут мне больше сказать нечего. Просто расслабься и разреши Вселенной сделать свой ход. Он появится на этом празднике. Это или корпоратив, или вот такой вот, который ежегодно делается праздник, а не какой-то неожиданный типа свадьбы. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, сразу скажу, что простите меня, но из песни слов не вытянешь, да? Не выкинешь, точнее. Готова ли ты к новой любви? Да, готова. Сразу говорю, ты готова, но не в этом тут проблемы. Давай по очереди, да? Готова? Да, готова. С эмоциями у тебя полный порядок. Ты открыта, как солнышко на ветру. Как солнышко на ветру. То есть ты открытый сейчас человек. То есть ты уже вот устаканилась после прошлых отношений, после прошлых переживаний. Дома, как говорится, навела этот порядок.
как говорится, не только в шкафах вещи прибрала, но и в голове тоже все по полочкам. И сейчас у тебя семья на первом месте. Ну, в голове я имею в виду, ты уюта хочешь, вот этих вот общих просмотров фильмов в обнимку, вот это вот все, что вот такое вкусное в отношениях, ты это все хочешь. Может, даже детей в перспективе хочешь, хотя, мне кажется, у тебя они есть. И у тебя нет голода от одиночества. Нет, у тебя есть осознанный запрос. Вот осознанный запрос. Извиняюсь, я хочу мужика, да, но вот не для того, чтобы, как говорится, он мне лапшу вешал. И вот загвоздка в этом есть, что разумом ты еще копаешься в мелочах, как сорока на помойке. Ты вот варианты прикидываешь. А если так, а вдруг эдак, а может на этот, как его, бусурманский там, забыл, ну там, где люди знакомятся, сайт знакомств, забыл название, ну хрен с ним. То есть, а может там вот. И сейчас ты вот этот самый, у тебя момент вот этот, когда в сердце, когда вот сердце, оно тебе орет прям вперед, давай, в отношения. А мозг говорит, ты погоди, давай еще там справки наведем, да, там проверим, то ли, не то ли. Знаешь, расслабься. Ты более чем готова. Просто, знаешь, не надо умничать и выдумывать лишние условия для будущего своего сокамерника, хотел сказать. Для будущего своего этого второй половинки. Твоя наивность сейчас, она не слабость, она плюс. Главное, момент не упусти, когда он вот этот жизнь принесет тебе полный воротник одуванчиков, так скажем. Понимаешь? Потому что ты сейчас строишь схемы идеальных отношений на вот 10 листках А4. Но будет все не так. Понимаешь? Каким этот человек будет, чем зацепит. Знаешь, он, вот как тебе сказать-то, вот я хочу мягче тебе сказать, но я не могу врать. Потому что те, кто Таро, например, знают, они видят, да, уже ходячая головная боль. Вот хочу я, чтобы ты вот была счастлив. Ну, карты, как говорят. А они говорят, вот представь парня, который умудряется и с ветряными мельницами, как Дон Кихот, да, драться на пустом месте. И по характеру он вот как вот ураган, где вот куча стеклянной посуды, стеклянная лавка. То есть спокойно спать с ним не получится. Он будет вгонять тебя в тревогу своими выходками, устраивать сцены ревности, а потом еще орать на тебя, что ты ему футбол не дала посмотреть. А зацепит ровно тем, что не даст засохнуть от скуки. Вечные приключения на его жопе, извини меня за выражение. Но ценой будут твои нервы. Это, знаешь, это тот мужик, который вот может на свидание с гитарой прийти, да? И, как говорится, в валенках, хотя на улице лето. Вот я не знаю, как это объяснить тебе, но вот он как будто вот забил на все правила. Как и забил на твой запрос, что ты хочешь спокойной, тихой жизни. Готовься к тому, что спать будешь по 4 часа. Либо от страсти, либо от мыслей, какого хрена я вообще с ним связалась. Он не злой, нет. Просто у него любовь, она мандюковая, извини меня за выражение. Вот как сказать, вот есть молодые мальчики, да, а есть и пи, и юки. Вот это вот. У него вот такая пиюковая, понимаешь? Вот такая у него любовь. У него любовь, как вот с тарзанки ты прыгнешь, адреналин есть, а страховку тебе забыли пристегнуть к ногам, чтобы ты, как говорится, не упал. Вот примерно вот такая вот у него любовь. Как он придет, а он уже, когда он придет, он уже на подлете, так скажем. Не успеешь моргнуть, как он ворвется в твою жизнь. И тут речь не о месяцах, нет. Он даст о себе знать
Это нужно неделями считать. И знаешь, вы столкнетесь в такой ситуации, где все происходит быстро. Может, на корпоративе, когда внезапно пересадили за один стол, да, или вот в аэропорту, когда вот рейс задержали, понимаешь? Вот главное, это момент быстрый будет, как удар молнии. Не вот это вот познакомились постепенно, узнали друг дружку постепенно и так далее, и так далее. Нет, это будет сразу вот так бабах и все. И ты поймешь, что все, точка невозврата пройдена. Причем этот человек перевернет все твои взгляды с ног на голову. После него ты уже не будешь прежней. Тут знаешь как, или ты будешь пиратом, ну это кто меня в первый раз смотрит, это вот пираты, это кто меня давно смотрит, да, и действует по моим советам. Вот или ты будешь пиратом и заткнешь его за пояс, да, ну или ну или прими тот факт, что тебе придется выбросить, как говорится, половину гардероба из своей головы. Потому что новая ты не сможет, как сказать, серые кофты прошлой жизни носить. Понимаешь? И сразу, как говорится, приготовься, он подкинет тебе адреналинчик в твою жизнь. Еще раз повторяюсь, это неделями, никак не месяцы. Он даст о себе знать, а там уж реагировать или нет, это тебе решать. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, если ты свободна, вари себе борщ и кушай, а не кусочничай, как ты это делаешь. И помни, что я всегда с тобой.